Всем привет! Вы на канале Панцергренадера, а я Мартин Юман, и сегодня я озвучу для вас это видео. В нем мы продолжим изучать старшинство боевых наград Третьего Рейха. Кто не смотрел первую часть, рекомендую начать с нее. Следующим по старшинству орденом после немецкого креста был рыцарский крест Креста за военные заслуги. Награда была учреждена 19 августа 1940 года. Для ее получения необходимо было иметь две предыдущие степени. Орден выпускался в двух вариантах – с мечами и без. Имел такую же форму и внешний вид, как и младшие кресты за военные заслуги. Однако его размер был увеличен, а сам он изготавливался из серебра 800-935 пробы. Рыцарский крест традиционно носился на орденской ленте на шее. Награда была настолько редкой, что ее удостоилось лишь около 250 человек. Особенно желанной она была у представителей нацистской политической верхушки. Чтобы повысить престиж боевой награды, 27 августа 1943 года Гитлер решил ужесточить критерии награждения и запретил выдавать ее политическим деятелям Рейха. Фюрер стал лично утверждать все кандидатуры на получение ордена. Следующим в иерархии боевых наград Третьего Рейха был рыцарский крест Железного Креста. Это один из самых известных и узнаваемых немецких орденов. Его мечтали получить все генералы, результативные танкисты и летчики-асы. Рыцарский крест носился на орденской ленте на шее, из-за чего желание его получить в армейской среде называлось шейной чесоткой или ангиной. Внешне орден был похож на две предыдущие степени, но имел немного большие размеры и обязательно окантовывался серебром. Всего за годы войны рыцарским крестом было награждено 7361 человек, в том числе 43 иностранца. Осмелюсь сопоставить данный орден по степени престижности и почета со звездой Героя Советского Союза в Красной Армии. Для справки, золотую звезду вручали 12 777 раз. Так что рыцарский крест действительно можно было заслужить только потом и кровью. Для его получения необходимо было проявить особую храбрость в бою или выдающиеся успехи в руководстве войсками. Для летчиков требовалось накопить в разные периоды войны от 20 до 40 баллов, которые присваивались в зависимости от типа сбитого самолета. А для танкистов необходимо было подбить 50 вражеских танков. Рыцарский крест Железного Креста был учрежден лично Гитлером 1 сентября 1939 года, то есть как раз в день начала Второй мировой войны. Награждение орденом происходило в очень торжественной обстановке из рук высших командиров или знаменитых героев войны. Обязательным условием получения награды было наличие Железного Креста первого класса. И интересный факт. Многие немецкие военнослужащие, боясь потерять рыцарский крест в полевых условиях, носили вместо него на шее железный крест второго класса, который имел ушко сверху. Следующим в иерархии боевых наград Третьего Рейха был Золотой рыцарский крест Креста за военные заслуги. Инициатором учреждения самой высокой степени ордена Семейства Крестов за военные заслуги выступил министр вооружений Альберт Шпеер. 13 октября 1944 года это предложение было одобрено Гитлером. Награда имела ту же форму и размеры, что и предыдущая степень, только сверху покрывалась золотом. Вариантов по-прежнему было два – с мечами и без мечей. Информации об этом ордене крайне мало, поскольку за все время был награжден только 21 человек. Золотой рыцарский крест представляет огромную редкость и очень высоко ценится среди коллекционеров. Все последующие ордена в иерархии наград Третьего Рейха являются более высокими степенями рыцарского креста Железного Креста. В ходе западной кампании 1940 года возникла необходимость введения новой степени для награждения особо отличившихся генералов и солдат.
Так, 3 июня были учреждены дубовые листья, которые представляли собой серебряный знак из 3 листков без желудей. Они крепились выше рыцарского креста в месте, где находилась петля для ленты. Для награждения дубовыми листьями военнослужащий обязательно должен был иметь рыцарский крест и после этого совершить героический поступок или проявить выдающиеся успехи в командовании войсками. Первым обладателем награды стал генерал-лейтенант Эдуард Дитль за взятие норвежского Нарвика. Всего дубовыми листьями было награждено 890 человек, в том числе 9 иностранцев. Камераден. Чтобы не терять связь со своими зрителями из-за блокировок YouTube, был создан канал «Панцергренадеров» в Телеграме. Все желающие могут на него подписаться. В Телеграме публикуются штатные структуры различных подразделений в наглядном виде. Рисунки униформы и снаряжения солдат, редкие раскрашенные фото с подписью, познавательные книги и журналы, а также все видео, которые выходят на YouTube. Ссылку на Телеграм-канал вы найдете в описании под видео. Следующая степень рыцарского креста была учреждена Гитлером 15 июля 1941 года, поскольку после нападения на Советский Союз возникла необходимость дальнейшего поощрения особо отличившихся летчиков и генералов. К ордену, помимо серебряных дубовых листьев, добавлялись скрещенные под углом 40 градусов мечи. Критерии для награждения остались неизменными, но содержали более высокие требования. Первым кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами стал ас Люфтваффе Адольф Галланд, сбивший к тому моменту 69 вражеских самолетов. Всего за годы войны к награде было представлено 160 человек, включая одного иностранца, главнокомандующего военно-морским флотом Японии Ямамото Исороку. Хозяин Тихого океана был награжден мечами посмертно. Рыцарский крест Железного креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был следующей степенью после мечей. Награда официально была учреждена 28 сентября 1941 года, однако первое награждение состоялось уже 16 июля. Первым бриллианты получил ас Люфтваффе Вернер Мёльдерс за 101 победу в воздухе. Знак состоял из тех же дубовых листьев и мечей, но изготавливался лучшими ювелирами вручную из серебра 935 пробы и украшался 45 или 50 бриллиантами общим весом 2,7 карата. Двух полностью одинаковых экземпляров не существовало, каждый был по-своему уникален. Для получения бриллиантов необходимо было иметь предыдущую степень ордена и после этого совершить героический поступок или проявить выдающиеся успехи в командовании войсками. Всего за время Второй мировой войны бриллиантами к рыцарскому кресту было награждено 27 офицеров Рейха, из них 15 генералов, 10 летчиков и 2 подводника. Награждение проходило в очень торжественной обстановке с личным участием Адольфа Гитлера. Высшая степень рыцарского креста была с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ее учредил Гитлер 29 декабря 1944 года и лично отметил, что награды могут быть удостоены только 12 наиболее отважных и результативных военнослужащих. Кавалером ордена мог стать обладатель предыдущей степени, который после этого проявил особый героизм на поле боя или выдающиеся успехи в командовании войсками. За все время рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был награжден только один человек – Ханс Ульрих Рудель, добившийся впечатляющей результативности на пикирующем бомбардировщике, а затем штурмовике Ю-87. Несмотря на свой высокий статус, рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами все равно не был высшей наградой Третьего Рейха. Еще 1 сентября 1939 года Гитлером был возрожден прусский орден Большой Крест Железного Креста, который предполагалось вручать не за личную храбрость на поле боя, а исключительно за принятие выдающихся стратегических решений, приведших к победе в войне.
По форме орден не отличался от рыцарского креста, но был примерно в 2 раза больше и обрамлялся серебром. Носился на шее на широкой ленте стандартных цветов. Единственным кавалером Большого креста Железного креста во время Второй мировой войны стал главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был награжден орденом 19 июля 1940 года, одновременно с присвоением ему звания рейхсмаршала Великогерманского рейха за особо успешные действия авиации во французской кампании. Оригинал Большого креста Железного креста был уничтожен в Берлинском доме Геринга во время воздушного налета союзной авиации, поэтому сохранилась лишь копия, надетая на рейхсмаршала во время сдачи в плен. Спасибо за внимание.